Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит, а рукодельницы уже начинают задумываться о летнем отпуске. Кто-то о пляжах, море, круизах, заморских странах, а кто-то о тихих, спокойных вечерах на веранде на любимой даче. И ведь обязательно возьмут с собой какое-нибудь рукоделие. Я сама такая. Сошьем сегодня книжечку-игольницу, очень симпатичную, компактную, легкую и безопасную. Тем более есть подходящий материал. У меня это кусочки мебельной ткани, очень милые, приятные на ощупь, но они очень маленькие и залиты клеем в самых неподходящих местах. Сразу же говорю, самый простой способ удалить клей – его отрезать, а дырки можно закрыть заплатками. Бережем швейную машинку. Такую игольницу можно сшить из любой плотной ткани – драпа или фетра. Для начала определимся с размерами и сделаем выкройку. Мне хочется, чтобы в этой игольнице было место для маленьких ножниц для рукоделия, и чтобы она свободно помещалась в руке. Именно эти мерки и возьмем за основу. У меня получилось 12 на 13,5 сантиметров. Вырежем эту деталь. На той части, которая будет лицевой, сделаем эскиз. Я ни разу не художник, но самый простой-то цветок уж нарисуем. Я всегда говорю, что на вкус и цвет товарищей нет. Знаю, что многим не нравится пестрота лоскутных изделий в интерьере. Хочется чего-нибудь спокойного. На сайте интернет-магазина «Любимый Василек» мы нашли плед из мягкого пушистого плюш-велюра черного цвета. Прекрасный подарок. Красивое слово «лакшери» – роскошь. Это новые махровые полотенца. Но мы же девочки, любим комфорт и уют. Пижаму красивую надели – красота. Да, правильно, на кухню можно шить замечательные вафельные полотенца кофейной тематики. Я шила такие себе. Тут же все мои знакомые тоже себе захотели. И очень красивое постельное белье. Дети растут, и свои, и чужие, начинают вылетать из родительского гнезда. Я часто заглядываю в этот интернет-магазин, отслеживаю новые ткани. И здесь еще бывает лоскут на вес. Кстати, для всех моих подписчиков по промокоду POLI10 можно получить скидку 10% на ткани на отрез. На подходящем кусочке мебельной ткани обрисуем выкройку. У меня в этом месте приклеена этикетка. Она легко отделяется, но на ткани остается очень противный липкий клей. В принципе, толщины он не дает. Изнанка будет закрыта. Чтобы не марать иголку швейной машинки, в этом месте не будем делать никаких швов. Вырежем эту деталь ножницами зигзаг. Деталей такого размера нам понадобится 2 штуки. На внешней сделаем небольшую аппликацию, тот самый цветочек аленький. Наметим и вырежем детали. Все бы хорошо, но оказывается, на детали цветочка есть следы клея. Не заметила. Ничего страшного, значит, это будут бутоны. Просто разрежем заготовку. Нарисуем и вырежем новый цветок. Ничего, что он неровный. Он в лесу рос, его ветром обдувало, роса мочила, гусеницы ползали, бабочки садились. Листочки интересно смотрятся, если они из разных оттенков зеленого цвета. Потом наметим места для всех элементов и зацепим их булавочками. Если хотите,
то можно приклеить их клеем-карандашом. С наружной стороной мы разобрались. Перейдем к внутренней. Здесь хочется сделать кармашек для ножниц. Размер и форму определяйте сами. А дальше можете на руках, можете на швейной машинке зафиксировать, пришить все мелкие детали к основе. С цветочками немного сложнее. Лучше сначала пришить мелкие детали, серединку цветка. Здесь мы закрепок не делаем. Строчку начинаем и заканчиваем в одной точке. Концы ниток потом уводим наизнанку и связываем между собой. А потом приступаем к другим деталям. Сначала пришьем бутоны, а уже поверх них зеленые чашечелистники. Шить мелкие детали не очень удобно, тем более, что здесь установлена камера, которая закрывает часть обзора. Поэтому вам сейчас даже лучше видно мое шитье, чем мне во время работы. Каждый элемент находит свое место. Как вы будете это делать, думайте сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. После того, как готовы обе детали, приступаем к их соединению. Для начала убираем наклейки, липкую гадость. Складываем обе детали вместе, лицом наружу. Намечаем места для завязок ленточек. Подравниваем края. Прошиваем нашу заготовку по периметру. Помним про застежки. Естественно, можно сделать вместо ленточек крепление на липучках или на кнопках, или пришить пуговицу и петельку из резинки. Добавим в нашу игольницу-книжку немного страничек. Странички делаем чуть меньше обложки. Количество листочков тоже определяйте сами, сколько вам надо. Для страничек нужен материал, который легко протыкается иголкой, но в то же время хорошо держит форму. Я взяла салфетки для уборки из нетканного материала. Купила в ближайшем магазине. Голь на выдумку хитра. Найдем середину этих страничек и совместим с серединой нашей готовой красивой обложки. Все линии я рисовала водорастворимым маркером. А дальше все просто. Прошиваем нашу книжечку на швейной машинке. Пользоваться очень просто. В странички втыкаем иголочки, которые вам могут пригодиться в путешествии, или булавки. Все, что сочтете нужным. Я очень люблю вышивать крестиком и всегда брала с собой работу. И как-то раз у меня сломалась иголка. Она была одна единственная.
А были мы тогда в санатории, в лесу, и до ближайшего магазина в поселке было час ходьбы. А вы представляете, что такое для шьющего человека остаться без любимого увлечения, когда уже основательно сидишь на игле? Пришлось бежать в поселок. С тех пор я поняла, что необходимо иметь при себе запасную иголку. Ой, вообще, рукодельницы очень опасные люди. Мало того, что ходят заразные, всех своим увлечением заражают, бациллы творчества разносят, всех на иглу сажают, таких даже в самолет не пускают с иголками и ножницами. Поэтому перед полетом в самолете сдайте в багаж эту замечательную игольницу-книжку, иначе заставят выкинуть. Надеюсь, что вам пригодится сегодняшнее видео. Подписывайтесь на канал, вас ждет много интересного. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!